Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на коррекции клиентка с очень сильно перехоженными ногтями. Настолько сильно перехоженными, что два указательных пальца начали у нее отрываться, и она их приклеила на клей. Вот эта проблема с указательными пальцами не из-за того, что там был плохо выложен материал или плохо опилена ногтевая пластина или потому, что там пошла отслойка, а просто из-за того, что это два самых рабочих пальца, и когда коррекция слишком переношена, при условии короткого ногтевого ложа, как в данном случае, нагрузка на свободный край настолько сильная, что материал из-под кутикулы просто отрывается. Итак, сегодня у нас довольно сложная коррекция. Мы снимаем основную массу материала, убираем длину, опять же возвращаем очень коротенькие ноготочки. Да-да, есть у меня клиенты с такими короткими ногтями. Сегодня все нюансы разберем с вами максимально подробненько, без ускорения, для того, чтобы вы видели, где, как работает фреза, какой нажим на фрезу. Потому что для многих это будет интересно, и у меня поступали вопросы в личку по поводу того, чтобы показать коррекцию очень подробно. Наша задача при коррекции снять основную массу материала и обязательно выпилить все отслойки. В данном случае на этом пальчике у нас слегка отслоившийся свободный край, но он у нас уйдет вместе с длиной, а отслойка на ногтевом ложе должна быть выпилена полностью. Опять же, отслойки у нас не потому, что материал послоился, а потому что он переношенный. И вот такая вот проблема переношенных, перехоженных коррекций, отслоек на коррекции, очень часто оборачивается тем, что в отслойках заводится так называемая плесень, потому что туда попадают какие-то микроорганизмы и начинают там развиваться. Поэтому очень плохо перехаживать коррекции. В данном случае коррекции практически больше 2 месяцев. Мы же тем временем снимаем материал, убираем все отслоечки. Грубо говоря, все заканчивается тем, что материал у нас удален практически полностью. На указательном пальчике, как я говорила, у нас ноготь приклеен на суперклей. Нам мало того, что нужно снять материал, нам нужно еще очень хорошо убрать все частицы клея с поверхности ногтевой пластины. Потому что следующий материал с клеем сцепляться не будет, он будет сцепляться только с чешуйками ногтя. Поэтому клей нам нужно полностью убрать. Но кто бы что ни говорил, я не запрещаю своим клиенткам клеить ногти на клей, потому что лучше так, чем хлюпающий ноготь. Если он оторвется, если на него будет какая-то неправильная нагрузка, он может оторваться вместе со своим натуральным. То есть не только по свободному краю, не только материал может отлететь, может быть нанесен вред натуральному ложу с кровью, с мясом, со всем остальным. Поэтому в качестве вот такой вот превентивной
полной меры, да, что клиент может сделать дома самостоятельно, он, конечно же, может приклеить ноготь на клей, но не ходить с ним еще 2 недели. По этому поводу я на клиентку уже немножечко поругалась. То есть, если у вас отрывается ноготок из-под кутикулы, вы можете взять клей, приклеить этот ноготь на клей и срочным делом записаться к мастеру на коррекцию. Потому что, опять же, в этом кармане при помощи клея вы можете заклеить что угодно, то есть какую угодно бактерию, и ей там создастся великолепное условие для дальнейшего развития. Хорошо, что в данном случае у нас все прошло без осложнений, все хорошо, клей мы убрали, ноготочек у нас чистый. А могло быть все намного хуже. Мы же тем временем пилочкой придаем форму свободному краю, взрыхляем поверхность ногтевой пластинки, для того, чтобы следующий материал у нас хорошо сцепился. Ну а далее все как обычно. Отодвигаем кутикулу, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель и поехали делать коррекцию. Коррекцию мы сегодня будем делать розовым акрилатиком. Этот акрилатик появился в продаже, и цвет у него просто потрясающий, безумно красивый, клиенткам очень нравится. Коррекция акрилатиком состоит в том, что мы сразу же в один шарик выкладываем полностью готовую архитектуру нашего ноготочка. Ноготочки у нас
коротенькие, поэтому высоты нам здесь много не нужно. Удлинять свободный край мы не будем. Просто раскладываем материал таким образом, чтобы поднять небольшой апекс и выложить ровненькую площадочку. Далее опиливаем наши ноготочки и приступаем к покрытию. Сегодня у нас здесь ничего совершенно сложного нет, красить будем просто в один цвет. Да, бывают у меня короткие ноготки в один цвет и без дизайна. Это только на этой клиентке, и только она может у меня такое себе позволить. Все остальные ходят с дизайном. Итак, надеюсь, я ответила на многие ваши вопросы. Если у вас какие-то вопросы остались, обязательно задавайте их в комментариях. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!